Кубки эмоций, азартные игры, бросить кости, выиграли нет, шестерик ко мне. То есть включит у вас семерку кубков, и вы... ты не думай, мужская логика она такая, да-да-да. Если хочется купить спиннинг для рыбалки за $250, аргументы найдутся. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад видеть на своем канале. Буквально несколько вступительных слов относительно того, чем мы все здесь занимаемся. Поэтому, старожилы, потерпите. Итак, мы перешли с вами уже к следующему блоку. После библейского разбора переходим к книге Гаргантюа и Пантагриэль. Ну как переходим, мы уже-то перешли, но вдруг кто-то, может быть, подключился именно на этом ролике. Не то чтобы я рекомендовал смотреть все карты подряд, это уже на ваше усмотрение, но мы разбираем карты, которые выпустила компания Los Scarabeo. Они несколько не классические, во-первых, потому что они черно-белые. Во-вторых, потому что все они основаны на гравюрах Гюстава Дере. А поскольку гравюры в своем классическом исполнении должны быть черно-белыми, вот и карты таковыми и являются. В чем, собственно, и особенность данной колоды, но и накладывает некоторые, не то чтобы сложности, специфику работы. Вот мы и занимаемся тем, что не просто разбираем глубинно каждую из карт, а для большего удобства также сопоставляем ее с классической картой из уэйтовской колоды. Сегодня у нас тоже необычная карта. Необычная она в том, что, помните, были страшные, были у нас, наоборот, приятные карты, типа туза Пентакли, который обещает всевозможные блага, как его ни крути, это круглое солнышко, хоть вверх ногами, хоть в прямом значении, оно все равно говорит о том, что будет все замечательно. Ну, мало ли, может быть, там шанс только какой-то упущенный. Страшные карты, типа мечей, тройки мечей, кстати, мы еще тройку не разбирали, но мы косвенно ее затронули, потому что обсуждали четверку мечей. Шестерка мечей, непонятно в своей трактовке. Куда он идет, откуда он идет, от хорошего к плохому или наоборот, от плохого к хорошему. А сегодня карта в классике, она и выглядит несколько запутанно, потому что говорит о множестве выбора, говорит об иллюзиях, но давайте я не буду забегать наперед, мы поступим с вами классическим образом. Буквально два слова относительно того, что, собственно, происходит. Напоминаю, кто не смотрел прошлые выпуски, наши друзья, они отправились в длительное путешествие. Наши друзья, я имею в виду во главе, казалось бы, с Пантагриэлем, но тут скорее во главе с Панургом, потому что именно этому персонажу, это друг Пантагриэля, этому персонажу вздумалось жениться. А поскольку он не смог разобраться относительно того, наставит ему жена рога или не наставит, вот и встал вопрос, как же узнать все-таки, как заглянуть в будущее? Кстати, а это ведь наша с вами тема. Заглянуть в будущее относительно того, чтобы понять все-таки, наставит она ему рога, когда он женится или нет. Если наставит, ну так не стоит жениться. Не наставит, ну так сам Бог велел, конечно же. Жениться надо, ибо у Панурга была куча аргументов относительно того, почему он хочет таки жениться. Так вот, путешествуя на каракулу бутылки, они заплывают на один остров, на другой, на третий, на четвертый, и везде с ними приключаются разные происшествия. Конечно, они все необычные и интересные. Я в который раз говорю вам, прочитайте эту книгу. Она необычная, она интересная. Ну, на секундочку, больше 500 лет ей, а читается она очень даже прикольно. Бывает местами перегруз по каким-то лишним фактам, информации, но, как я уже говорил в одном из лекций, в этом есть свой смысл. Погрузившись в этот перегруз, ты потом как будто бы глоток свежего воздуха получаешь, когда выходишь на нужную информацию. Ладно, не гружу вас более. Давайте читать. Значит, спустя 3 дня пристали мы к острову Плутний, точному слепку с Фонтенбло, ибо земля здесь такая тощая, что кости ее, то есть скалы, прорывают кожу. Почва песчаная, бесплодная, нездоровая и неприятная.
Лоцман обратил наше внимание на два небольших утеса, представляющих собою два правильных шестигранника, белизною же своею создававших впечатление, что они то ли из алебастра, то ли опушены снегом. Лоцман, однако ж, уверил нас, что они состоят из игральных костей. По его словам, внутри этих утесов находилось 7-этажное здание. 7-этажное здание. 20 бесов азартной игры, которых у нас так боятся и которые носят следующее название. Самое большее из двойчаток, из парных костей, называются шестериками. Самые маленькие – двухочковиками. Средние же – пятериками, четвериками, тройчатками, двоечками. А были еще и такие названия: 6 и 5, 6 и 4, 6 и 3, 6 и 2, 6 и 1, 5 и 4, 5 и 3 и так далее. Тут только мне пришло в голову, что большинство игроков вызывают злых духов, ибо, бросая две кости на стол, они как бы в молитвенном экстазе восклицают: «Шестерик, дружочек мой, ко мне! Ко мне!» Это обращение к старшему черту. «Двухочковик, малыш, ко мне!» Это к младшему. 4 и 2, детки, ко мне! И так они выкликают всех чертей по именам и прозвищам. И не только выкликают, но еще и стараются показать, что они с ними за панимрата. Справедливость требует отметить, что черти иногда мешкают явиться на зов. Но у них есть на то свои причины. Как раз в это время они могут оказаться где-нибудь еще, в зависимости от того, кто прежде их вызвал. Это вовсе не значит, однако ж, что они лишены чутья и слуха. И слух, и чутье у них превосходное, можете мне поверить. Еще Лоцман сказал, что вокруг и у самой подошвы шестигранных этих утесов произошло больше кораблекрушений и погибло больше человеческих жизней и ценного имущества, нежели вблизи всех Сиртов, Харибд, Сирен, Сцил, Строфат вместе взятых и во всех пучинах морских. Я охотно этому поверил, особливо когда вспомнил, что в былые времена у мудрецов египетских Нептун условно обозначался иероглифическим знаком первого куба, Аполлон 1 очком, Диана 2, Минерва 7 и так далее. Далее нет смысла читать эту главу, тем более, что здесь остался совершенно маленький кусочек. Стоит сразу сходу и с порогу сказать относительно того, что, видите, несколько необычная у нас получается карта, в отличие от классики. Мы сейчас будем, конечно, погружаться в больше классику, но будем и эту держать в голове. Во-первых, они и визуально отличаются. 7 кубков, название и там идентичное. Но если здесь изображены конкретно кубки, если здесь изображена, условно говоря, некая фигура, которая выбирает между кубками, не знает, а какой же из них выбрать, то ли знает, то ли не знает, в любом случае выбор есть. Будем сейчас с вами глубже копать относительно того, насколько знает или нет. То здесь ничего подобного визуальными рядами не видим. Кстати, стоит обратить внимание, как выглядит сама гравюра. Хочу сказать, что почти все, что изображено на гравюре, попало и в эту карту. Если несколько расширить рамки, то мы видим, что попадает у нас море еще также в поле зрения и попадает корабль, на котором плывут наши друзья. Это отчетливо видно, потому что великан наш Пантагрель, он обнимает нос корабля и, в общем-то, выдает нам всем, что корабль этот с нашими друзьями. И они как раз, проплывая мимо этого острова, они, кстати, на него даже и не заплыли, они проплыли мимо. Лоцман рассказывает о том, чем этот остров так необычен. Но давайте сразу сами будем находить некоторые параллели, некоторые сходства. Во-первых, число 7. И в одном, и во втором случае у нас звучит 7. Единственное, что в этом случае мы можем конкретно посчитать количество наших кубков.
В случае с картой, ну, честно говоря, несколько притянуто за уши. Но все же, давайте обратим внимание с вами на игральные кости. Смотрите, на одной из них изображена цифра 5, 5 точечек, а на второй кости мы не знаем, сколько там конкретно точечек, но мы видим 2. В принципе, число 7 присутствует в таком виде на костях изображенным. Также речь идет о том, что это игральные кости. И остров сам состоит из игральных костей, и в острове 7 этажей, а в этих этажах размещаются все бесы. Какие бесы? Не простые, а те, которые отвечают за азарт. Жилище 20 бесов азартной игры, которых у нас так боятся и которые носят название. С одной стороны, люди их боятся, а с другой стороны, как замечает автор, люди же и призывают их. Когда они бросают кости, они говорят там шестеричек, да, там ко мне, или двухочковичек ко мне. Может быть, автор несколько здесь утрирует, и кто знает, возможно, он самостоятельно придумал эту мини-легенду, дабы показать, что азартные игры — это не просто какая-то безобидная игра. Играя в азартные игры, вы призываете таким образом бесов, которые отвечают за эту самую игру. Стоит ли говорить, что азартные игры, они азартные, что они вызывают у человека азарт с одной стороны, но они также его и втягивают, они его связывают и спутывают. Порой человек может быть в долгах, как в шелках, он может задолжать много имущества, вплоть даже до того, что можно лишиться, да, своей жизни, того самого ценного, что имеет каждый из нас. Ну, как минимум в нашем земном воплощении, сейчас, нынешнем. Но многие об этом и не догадываются, считая, что это самое-самое ценное, что только может быть у нас. Когда выпадает эта карта, человеку нелегко определиться с собственными желаниями и понять, чего он на самом деле хочет. Если по этой карте вы уже все просто выучили и знаете, как Отче наш, что это желание человека, в которых он не может определиться, а здесь ничего и не учить не надо. Тут и так все понятно. Здесь азарт, здесь желание человека выиграть. Когда ты бросаешь кости, вспомните всех нас в детстве. Я думаю, что так или иначе мы играли или в карты, или в домино, или в буквальном смысле бросали те самые кости. Как нам хотелось выигрывать каждый раз. Ведь это игра не одного человека, это игра компании. И в такой компании хочется быть лидером, хочется подняться на пьедестал, стать выше всех остальных, если даже речь не идет о буквальном каком-то денежном выигрыше. Тут вообще спору нету. Конечно, собрать весь банк к себе — любо-дорого потом глянуть на такого человека. С ним сразу все дружат. Душа компании становится. В общем, здесь присутствует азарт, а за азартом у нас прячется собственное желание. И вот тут-то человек может и не понять, чего же он хочет на самом деле. С одной стороны, это множество выбора. Но с другой, если хотите, в реверсе этого выбора так много, что человек запутывается и не способен принять верное решение, отчего ему все кажется иллюзорным. И вот тут мы с вами замечаем два факта. Первое, что здесь присутствует выбор, его много. Потому что число 7, мы сейчас перейдем с вами к нумерологии, это много всегда. С одной стороны. А с другой, из-за такого множества, если хотите, это негативное прочтение, либо в реверсе прочтение, человек не может выбрать, он не может определиться из-за этого множества. Один из простых примеров, который мне понравился у пана Романа, подслушал на лекции. Человек подходит к холодильнику с единственным желанием по тузу кубков. Да, такое вот желание, чувство у него, чувство голода. Он открывает дверцу холодильника и видит картину. Примерно вот так же на голубом экране подсвечено красиво 7 разных блюд. Там и сыр, там и колбаса, там и тортик, там и йогурт.
и жареная вчерашняя картошечка. И вот тут человек может вот так вот встать. Так. Все. Это бытовое дело. Секундное замешательство может быть, а может быть и не секундное, но человек не может выбрать. Зачастую из-за того, что выбора больше, чем один. 7. Много. Запутывается. И это хочу, и йогурт хочу, и торт хочу. А сперва пюрешечка с селедочкой. Как я соскучился по ней. А надо выбрать-то что-то одно. Идем дальше. Давайте сразу поговорим, может быть, с этого и стоило начать. С этого стоит начинать всегда мысленно в своей голове, когда вы смотрите на карту. Будь то, когда вы ее прорабатываете самостоятельно, чтобы лучше усвоить материал, или когда она выпадает в раскладе, и у вас в голове нет готового решения, да, вот не появилось по мановению волшебной палочки, не всплыло. На что, я говорю, стоит всегда обращать внимание. Карта. Статика или динамика. В нашем случае карта статичная, то есть уже не подразумевается какое-то движение. Это речь идет о том, что это что-то происходящее, случающееся с нами в моменте нашего, если хотите, спокойствия. Как минимум физических действий мы никаких не совершаем. До и после. Какая у нас карта? Помните, до 7 кубков у нас присутствует 6 кубков. После 8 кубков. Так вот, 6 у нас такие какие-то некие приятные ностальгические воспоминания, беззаботность, защита, что, кстати, для многих ассоциируется с детством, где в классике и изображены детки, они находятся в защищенном городе, вдалеке виден охранник, и сама по себе такая приятная атмосфера, передача цветов от девушки, от парня к девушке. Все говорит о том, что безопасно, защищенно, вы делитесь какой-то приятной эмоцией, которая есть у вас. 8 говорит о том, что человек уходит. Он оставляет какую-то ситуацию, он оставляет какие-то эмоции позади и уходит. Находясь между 6 и 8, мы понимаем, что сейчас у нас появилась больше, чем одна приятная эмоция. Мальчик нам уже подарил не один букет, а может быть мальчик не один. 7 кавалеров набежало, и каждый по букету подарил. А надо выбрать один. А по 8 человек уходит. И вот мы чуть-чуть затронем 8, дабы понять, от чего человек уходит. Он уходит от того, что он не может определиться, и от всего уходит. Или он выбрал что-то одно, а от всего остального отказался и как бы уходит. Вот вам уже небольшой спойлер относительно 8 кубков. До и после, да, вспоминайте карты. Предшествующая и последующая карта. Внутри и снаружи. Тоже то, о чем я часто говорю. Почти любая карта, она у нас может отображать как какие-то внешние воздействия на нас, так и наше внутреннее состояние, душевное, какое-то психоэмоциональное состояние, ну и физическое, да, тоже вполне может быть, как мы ощущаем свое тело по нашим органам чувств. Да, есть некий симбиоз, о котором я говорю, что из-за влияния внешнего мы можем по-другому реагировать внутри и либо успешно противостоять этому какому-то негативному внешнему влиянию, то есть правильно среагировать на то, что происходит с нами, или же наоборот, это еще больше нас раскрутит. Внешнее влияние, как я говорю, маленькое, как муха, а мы раздуваем это, как слон с ушами становится, нечто такое огромное, какая-то проблема. Поэтому разделяем также внутри и снаружи. И магия числа 7. Число 7 само по себе считается магическим. Ну, так принято. В сказках так оно складывается, в библейском повествовании также это прослеживается. Да и в целом понимание числа 5 для нас, для людей, оно настолько привычно, потому что мы имеем 5 пальцев на одной руке. Все, что мы можем взять в нашу руку, это много. Неважно, 2 руки, все равно там и там 5 пальцев. Число 5 обозначает некую такую полноту,
земную полноту, этого достаточно. 5 – это столько, что тебе хватит вот так до конца дней твоих. 6 – это уже излишество. Это то, что я могу спокойно достать и поделиться с другим. А 7 – это просто что-то невообразимое. 7 – это явно больше того, чем мне требуется, с лихвой. Это больше, чем даже я могу поделиться с кем-то. То есть это какое-то совершенно невообразимое число. И можно не цепляться напрямую за цифру 7, как за какую-то стабильную величину. Здесь имеется в виду какое-то множество. В вашей конкретной ситуации это множество может, конечно, говорить и о 3, но человек ощущает себя так, как будто бы там не 3, а 33. Чего-то, из чего нужно выбрать. Погоня за миражами. Вопрошающему может казаться, что ему известны все варианты возможные, и он должен лишь выбрать один из них. Это похоже на право выбора без выбора. Сталкивались с таким право выбора без выбора? Самый простой прием, которым очень часто пользуются те, кто работает в сфере торговли. Простите, вы что будете, чай или кофе? Человек, мне кофе, пожалуйста. Никто даже не спросил у тебя, ты вообще будешь пить что-то? Человек говорит да, либо нет. Потом он отвечает, если да, то я буду чай, кофе, какао или воду без газа. А мы заведомо предлагаем ему выбор. Человек выбирает? Выбирает. Он совершает решение, да. Но в этом есть маленькая такая манипулятивная подоплека. Такой маленький эффект риторики. Мы предлагаем человеку выбрать заведомо из тех вариантов, которые мы ему предлагаем. Он думает, что он контролирует ситуацию, а на самом деле он ее контролирует лишь в тех рамках, которые мы ему обозначили. Так вот, по этой же самой 7 мечей человек может совершать некий выбор, но этот выбор будет иллюзорным. У него совершается выбор между каких-то обозначенных вариантов, которые могут его ставить в ограничения, которые могут создавать ему иллюзию выбора. На самом деле выбор не происходит. А коль не происходит выбор, то что происходит? Да, номинально выбор может быть. Я имею в виду, что происходит не выбор. Если хотите, выбор, но не тот, который человек сделал бы сознательно, если бы подумал. Я вообще выбираю между тем, пить мне или не пить, или выбираю между чаем и кофе. Как-то остановиться и включить логику, призадуматься. Вот подобную ситуацию 7 может отображать во всех наших сферах жизни. И естественно, что во взаимоотношениях с людьми это встречается чаще всего. Казино всегда выигрывает. Слышали такую фразу? Конечно, какой-то один человек может сорвать джекпот, но это только на руку самому казино. От такого выигрыша они только остаются в выигрыше, потому что не выигрывают все. Выигрывает один человек на 100 тысяч. Казино всегда выигрывает. У тебя есть иллюзорная реальность, воображение, мечта, планы, может быть, внутри. У вас есть логика, математический расчет. Вы точно знаете, как кинуть эти кубики, эти кости игральные, для того, чтобы получить нужное число и забрать весь банк себе. Но это иллюзия. Это иллюзия того, что вы можете это сделать. У вас есть такой выбор, вы действительно кидаете кости, действительно от вас зависит, условно говоря, от вас, исходите от неких случайностей. Какое число выпадет? Но по большому счету вы не выигрываете, вы будете в проигрыше. Почему? Если мы говорим об этой карте, потому что вы играете в азартную игру. Не сегодня, так завтра, так послезавтра, через неделю, через месяц, но вы лишитесь всего, что у вас есть, и даже залезете в долги, воруя у самого себя из будущего, потому что в будущее нужно будет отдавать эти самые долги. Поэтому, размышляя над этой картой, где изображены у нас игральные кости, азартная игра, мы понимаем, почему такой выбор может иллюзорным быть. Он как бы есть. Ты совершаешь определенные действия, ты делаешь действительно выбор, но вы будете чай или кофе? Кофе или чай? Чай или кофе? Что? А ничего, да? Мне ни того не надо. Но об этом никто вас не спрашивает. Есть просто выбор. Выбери что-то одно.
если по семерке мечей, помните семерку мечей? Тук и быстро бежать. Человек, который хитрый ход делает. Он обманывает кого-то, буквально совершая какое-то действие. Либо своим ртом, либо чисто физически выполняя что-то, какую-то операцию, какое-то действие, он обманывает. Но очень хитро. По семерке это так просто и не поймешь. Это шулер, это мастер, ловкость рук и никакого мошенничества. Так вот, если по семерке мечей мы обычно обманываем, то есть если мы являемся олицетворением семерки мечей, то мы обманываем, мы совершаем действие над кем-то, то по семерке кубков мы обманываемся, мы сами обманываемся. Если такая карта выпадает на нас, она говорит о нашем заблуждении. Если, конечно, выпадает она на клиента, то мы понимаем, что клиент заблуждается. Не он хочет ввести кого-то в заблуждение, а его обводит вокруг пальца. Казино выигрывает. Ты бросаешь кости, но казино выигрывает. Запомните по этой карте, если хотите, такая какая-то фраза, которую, увидев карту, она у вас будет всплывать в голове, вы будете понимать. Казино выигрывает, а что это значит? Что человека обманывают. В смысле не так, он обманывается. Он сам себя вводит в заблуждение, ведь его никто не принуждает играть. Он это делает сам, но он обманывается из-за этого. Как говорят в Одессе, видеть пирожок, иметь пирожок и есть пирожок – это 3 совершенно разные вещи. Так вот, по семерке – это видеть пирожок. Это даже его еще и не иметь, и тем более не вкушать. Показали тебе большую сладкую конфету, поманили тебя лежащими горочками монет на $1 000 000, и загорелись глаза, и ты видишь, как ты можешь бросить кости собственной своей рукой, и обязательно тебе улыбнется удача, и ты выиграешь что-то, да? 6 тебе выпадет или 2, сколько там тебе не будет не хватать для какого-то ровного счета. Ну, от правил игры зависит. Вот такой вот иллюзорный выбор. Это если в общем и целом я ввел вас в курс дела относительно того, как эта карта чувствуется. Одна и вторая. Давайте теперь поговорим более конкретно. Если такая карта у нас выпадает на вопрос какого-то личного характера, как если бы нам нужно было что-то проработать в себе или в наших клиентах, выработать что-то, обратить внимание на что-то, сделать какой-то акцент. Саморазвитие. Это жизненно необходимая околдованность мечтами и сильными чувствами. Конечно, наше ментальное развитие, наше ментальное тело и кубки, хотя саморазвитие это больше воздух, это мечи. Но к чему я хочу подвести вас? Что по кубкам это способность мечтать, это способность предаваться грезам. То хорошее, что мы можем вытащить из этой карты в плане саморазвития, это что мы можем себе представлять что-то. Автомобиль! Человек выиграл, ящик в студию, да? Кости ты выбросил, и ты уже представляешь, что ты можешь Пальма де Майорка, чайки, песок, солнышко. Ты уже как бы эти деньги начинаешь тратить. Это негативный пример, но это я привожу для того, чтобы вы понимали, что по этой карте тот позитив, который мы можем с нее достать и применить в нас, это способность к фантазиям, способность включать свое мышление не просто на уровне логики, а абстрактное, в виде представления нашего лучшего будущего, если хотите. В введении семерки чаш слияние воображаемого и действительного. Это карта страстных желаний, опять же, азарт, воображение без границ, бурной фантазии и магии и колдовства. Да, такая несколько уже уход не просто в эзотерику, а действительно в магию, в колдовство, но для общего развития должны понимать, что эта карта такое также обозначает. На самом деле семерка чаш со всеми своими иллюзиями, медитациями, фотошопами и снами наяву ставит потрясающий вопрос.
самый главный. Знаете какой? А счастье в чем? В чем оно? Если мы смотрим на классическую карту, 7 этих кубков, они предлагают нам разные возможности. Мы о них дальше будем говорить, я уже не помню, в каком разделе, но будем. Так вот это вот все многообразие, вся вот эта вот иллюзорность выбора того или иного или третьего, когда человек с ним постоянно сталкивается один раз, другой, третий, может даже в негативных каких-то примерах. Но вопрос остается открытым. Ты это для чего делал? Тебя кто-то заставлял? Тебя кто-то тянул? Привязал тебя здесь, возле этого игрального стола? Для чего все это делается? Скажешь, мне это просто нравится? Нет, это не просто нравится. Человек таким образом, он как бы нащупывает, он пробует, он ищет ногой, где та дорожка, где та единственная тропинка, по которой он хотел бы пройтись для того, чтобы обрести то самое чувство счастья. Может быть, я несколько притянул за уши относительно азартной игры, то, что здесь изображено, но здесь конкретно есть 7 отдельных кубков, каждый из которых может нам говорить о том, что вот это для человека важно, или вот это для него важно, или вот это. Для каждого может быть разное. Но не факт, что хотя бы одно из них действительно является тем самым счастьем. Хотя Уэйд здесь намекает на центральную фигуру, которая покрыта некой такой вуалью, простыней, что, мол, она главная. В разных колодах по-разному, здесь, например, такого и близко нет. Тут надо уже самому понимать эти значения и нарабатывать их со временем. Собственно, поэтому мы и разбираемся, глубина в том числе. По 7 чаш герои проходят испытания во многих сказках, попадая в заколдованное место, где так вроде все хорошо, что ты вообще забыла, куда ты, собственно, шел. Такой себе замок Фата-Морганы. Тут вспомнить впору того же Кая и Герду. Помните, как же эта сказка называется? Там, где Кай попадает к Снежной Королеве. Он совершенно забыл, как и я сейчас, куда этот Кай шел и какая его была главная задача, как героя этой сказки, куда он двигался. Ему было так хорошо, и он складывал вот эти вот буковки из кусочков льда, и ему казалось это высшим смыслом. Если бы вы у него могли взять интервью и спросить: Кай, как ты себя чувствуешь, хорошо ли тебе, он бы абсолютно на искренних щах ответил: перфекто, я себя чувствую замечательно, мне так хорошо и уютно, я никуда не хочу уходить. Но с ним случилась 7 кубков. Есть ли здесь на самом деле выбор, который поможет нам стать счастливым? Или нет? Однажды у одного успешного человека спрашивают: а как стать таким успешным человеком, как вы? Тот ему отвечает: для этого нужно совершать правильные поступки. А как? Как научиться совершать эти правильные поступки? Ему человек отвечает: для этого в течение некоторого времени неизбежно нужно совершать неправильные поступки. То есть, если хотите, по этой карте здесь может вовсе и не быть счастья, но мы его обретем, когда поймем, что каждый из этих кубков не является счастьем. Путем проб и ошибок, путем набивания шишек, путем наступания на грабли, свои или чужие, мы понимаем, что ни в этом и ни в этом, ни в богатстве, ни в славе, ни во внимании, ни в физическом здоровье счастье, оно где-то в другом месте. И отбросив все варианты, мы находим свой единственный, который для нас является счастьем. Нельзя сказать, что это универсальное что-то. Если бы это было так, то мы бы все уже сами давным-давно знали рецепт этого самого счастья. И никакие карты Таро, никакой психоанализ, всевозможные какие-то методики по саморазвитию личности нам и вовсе не нужны были бы. Ибо вот он, простой рецепт. С детства вам бы выдавалась маленькая книжечка. 16 лет вы бы проходили инструктаж, ставили свою подпись
Печать с рецептом счастья ознакомлен. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Живи счастливо. Вот такого не происходит, правда же? Значит, нам его нужно искать самостоятельно. Мрачная сторона карты – все, что подменяет одну реальность другой, и человеку кажется, что так проще. Как у Кая случилось в Снежном Королевстве. Его реальность подменилась другой, и он посчитал, что так проще. Все, он уже достиг того, чего ему хотелось, и дальше никуда не двигается. Не зря по этой карте мы в самом начале говорили, что человек самообманывается. Вы помните 7 смертных грехов? Кстати, еще раз, циферка 7. Да? 7 смертных грехов. Гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, чревоугодие и уныние. Я не претендую на правдивость того, что здесь в каждом кубке изображен один из смертных грехов, ибо наша жизнь, она двухполярная, она черная и белая. И то, что сегодня является плохим, завтра может стать хорошим. То, что мы считаем, что выпал снег, это плохо. Плохо, когда снег выпал в июле. Когда снег выпадает 29 декабря, это просто замечательно. Да, сложно сказать, что гордыня или жадность может стать в какой-то момент великим благом, но в противовес 7 смертным грехам есть 7 добродетелей. Мы о них поговорим в конце. За каждым из них, за каждым из 7 смертных грехов стоит определенный сладкий соблазн, так нас манящий. Почему эти грехи смертные, почему они такие сладкие и манящие? Потому что они приятны нашему телу, они могут тешить наше самолюбие, они могут превозносить наше эго над другими, делая нас в наших глазах выше, лучше. И чисто на физическом уровне мы можем ощущать, что нашему телу приятнее. Когда мы поедаем вкусную еду, когда мы говорим о прелюбодеянии, заметьте, что не попало в число смертных грехов ничего того, что человек нужно заставлять себя делать. Не попало в число смертных грехов йога, вставание в 5 утра и помощь, чтобы бабушку перевести через дорогу. Вот, а было бы неплохо, да? Тогда, может быть, мы бы тянулись как к запретному плоду, но нет. Ты действительно можешь получить каждый элемент на этой карте изображенной. Но выбрать можно только один. От чего ты откажешься и какой ты элемент предпочтешь? Каждый из этих кубков как медаль с двух сторон. С одной стороны смертный грех, с другой стороны добродетель. Вы можете проворачивать каждый из кубков той стороной, которая вам больше импонирует. Тут впору вспомнить Мастера и Маргариту. Казалось бы, персонаж негативный, сатана. Но ведь не он делал плохо людям, а он подсвечивал то, что в них и так есть. Он подсвечивал в них те соблазны, которым они с удовольствием сами и пользуются, которыми сами пользуются, которым они предаются. Он просто подсветил их, показал, указал, ткнул носом, если хотите. Карьера. Если мы говорим о карьере, то следует опасаться того, что теперешние планы и проекты не более чем идеи, которые, к сожалению, никак не связаны с реальной жизнью. То есть карьера, она всегда подразумевает какое-то движение. Это все-таки у нас в классике жезлы. Это у нас движение вперед, огонь поедающий, когда мы движемся вверх по карьерной лестнице. Мало того, что это кубки, окей, это полбеды, но это еще и никакого действия не совершается. Это выбор. В рабочем варианте может быть отнюдь нелегкий выбор, а может быть и иллюзорный вовсе выбор. В положительном прочтении может говорить о множестве выбора, который открывается перед нами. А дальше уже соседние карты покажут, в какую сторону нам стоит двигаться. Стоит ли выбирать из предложенного списка чай или кофе? Или все-таки можно мне, пожалуйста,
огласить весь список. Я из него выберу что-то другое. Нет у вас там капучино? Как будто бы капучино и кофе совершенно разные вещи. Какао с молоком. Возможно, что ничьей вины в этом нет. В том, что это никакой не имеет связи с реальной жизнью. Просто ситуация сама по себе еще не дозрела до того момента, когда нужно будет приниматься за дело. То есть пока некая такая иллюзия выбора, еще не за что хвататься, нечего еще делать, нечего применять. Это может быть список вполне конкретных профессий, кстати, которые связаны у нас с чем? Они связаны у нас с индустрией, если хотите, развлечений, азарта. А сюда, в нашем современном обществе, мы можем включить множество. Это все, что связано с кино, телевидением, все, что мы воспринимаем глазами и за что готовы заплатить деньги в виде рекламы, в виде посещения кинотеатров, любая индустрия развлечений, в том числе спа, кино, эротика, которая несколько подменяет, если хотите, реальность чем-то иллюзорным. Она как будто бы вырывает нас из наших серых будней, помещает нас перед дверцей распахнутого холодильника, где есть на выбор все то, чего нет у тебя дома. Такое соблазнительное, такое вкусное, желанное и запретное. И именно здесь ты можешь это попробовать. Поэтому в плане работы это вот та индустрия, которая, еще раз говорю, вырывает человека, садит его туда, куда хочет посадить, и предлагает ему то, что человек хочет вкусить. Финансы. Если мы говорим о сфере пентаклей, карта может указывать на то, что мы сами не в состоянии сделать правильный выбор. Такая карта, выпадая на нашего клиента, говорит, что человек при всем множестве или мнимом множестве выбора на самом деле объективно ничего не может выбрать. А если воспринимать эту карту как совет, а тогда я ее люблю больше всего, потому что она предупреждает, она включает уровень прозорливости, вы можете не совершить то действие, которое приведет вас к ошибочному выбору. В общем, она может и предупреждать нас о том, что конкретно в этой финансовой ситуации как такового выбора нет. Вам предлагают чай или кофе, но вам не надо ни одно, ни второе. Почему? Потому что у вас аллергия на чай и на кофе. Мы находимся под влиянием эмоций. Наше восприятие иллюзорно. Кстати, не знаю, знали вы или нет, но большинство покупок, которые совершаются людьми, какими бы рациональными они ни казались, они совершаются за счет эмоций. Мало того, человек принимает выбор относительно того, купить ему данный товар или не купить, в первые несколько секунд, когда он его видит. Он еще может не знать ни характеристик, подходит или нет. О чем это говорит? Мы покупаем глазами или ушами, или обонянием нашим, если оно задействовано. В Брокарт, например, да, вы зашли и понимаете, что вот я эти духи куплю. Вы еще не видите цену, и, может быть, даже вас не интересует флакон. Хотя вы сами знаете прекрасно, что флакон играет весомую роль, которая повлияет на то, чтобы вы купили. Еще одно доказательство, что вы покупаете глазами. И мужчины, поверьте, такие же. Какие бы мы ни были логичные, мол, да, ты ничего не понимаешь, вы, девчонки, все совершаете свои спонтанные покупки, но когда дело касается той сферы, которая нам приносит удовольствие, рыбалка, игры компьютерные, у кого-то, может быть, автомобили, тогда рациональное отбрасывается на второй план и включается знаменитая мужская логика, не женская, мужская, когда он может долго рассказывать и расписывать, почему именно этот кожаный салон он выбрал, потому что он, дескать, практичный. Нет, практичный – это Toyota. Вот там надо было тебе практичность проявлять свою с тряпичным салоном по минимальной базовой цене, чтобы потом можно было выгодно продать на вторичном рынке. Если мы вообще уже
заговорили о том, что автомобиль хоть о какой-то выгоде может говорить. В общем, покупкам это эмоциональное что-то, это какая-то покупка эмоциональная. А где эмоции и финансы, там может быть беда. Ну, не 100%, имеется в виду, что если кто-то с противоположной стороны окажется нечестным на руку по 7 мечей, то он включит у вас 7 кубков, и вы, потеряв голову, легко совершите эмоциональную покупку. Подпишите договор. Вспоминайте все МММы, вспоминайте какие-нибудь инвестиционные компании, которые сулили людям, я не буду сейчас конкретизировать, они все влияли на эмоции. Логики там никакой не было. Хотя на первый взгляд могла оказаться, цифры все-таки какие-то писались. Нет, в первую очередь это была эмоциональная покупка. Вот там она внутри формировалась. И решение принималось также там. Не вон тут, а вот тут. С другой стороны, если мы еще продолжаем говорить о финансах, это может быть предупреждением нас о противоположной стороны, с которой нам предстоит иметь дело. И вот это тогда приятно. Тогда я считаю, что такая карта, выпадая как предупреждение о предстоящей сделке, о том, стоит ли мне заключать договор с этой компанией, выгодно ли будет мне купить квартиру у этой фирмы, в ряде соседних карт такая, когда выпадает, может говорить о том, что ты заблуждаешься. А вот уже почему в том виной будет сама фирма, что она пытается обвести тебя вокруг пальца, или что ты недостаточно хорошо разобрался в первую очередь в самом себе, а может тебе и вовсе не надо эта красная Феррари с бежевым салоном, потому что у тебя 4 ребенка в конце концов. Может быть, ты пойдешь в салон Volkswagen и там выберешь минивэн? Он, наверное, больше все-таки подойдет. Такую ситуацию вполне может проиллюстрировать 7 кубков, которая показывает, что человек сам себя ввел в заблуждение. Это не продавец ему втюхивает Феррари, продавец делает свою работу. Он же не знает, что ты болван, замужний, в смысле женатый, семейный человек пришел покупать Феррари как единственный автомобиль в семье. Еще не знает он, что его дома ждет в этот момент. Отношения. Если мы говорим о взаимоотношениях двух людей, чаще всего двух, да, это противоположного пола, то такая карта может нам говорить, я думаю, тут чисто интуитивно вы уже понимаете, что речь идет о каком-то заблуждении, речь идет о какой-то иллюзии. Речь идет о том, что человек не совсем адекватно воспринимает вторую половинку. Но в этом есть и другая сторона. Давайте мы поговорим и о другой также. И эту расширим. Иллюзии в существующих отношениях. Вот выпадает такая карта сразу, иллюзии. А там уже будем копаться и разбираться, в чем они заключаются. Множество выбора. Иллюзий и множество выбора. А вот если множество выбора, то тут впору как раз подумать о том, что, может быть, человек-то выбирает между кем-то и кем-то, может быть, есть еще кто-то. Это не обязательно. Но соседние карты могут показать это, уточнить, они могут вторить этому, либо уже как ваше самостоятельное решение, просто расширьте расклад и подумайте в том числе и об этом, почему у человека так много выбора, да? Но вот выбрать, увы, все никак не удается. Эта карта не показывает какое-то завершенное действие. Соседние, да, могут показать, смотря куда мы потом сами придем. Но конкретно это, она показывает, что человек запутался. Он сейчас находится перед дверкой холодильника и не в состоянии выбрать, что ему съесть на ужин. Не может, не решается, запутался. И тут уже, как хотите, так и понимаете. Воспринимайте холодильник как одного партнера, тогда он не может внутри себя определиться, на какой уровень отношений ему выйти, например, да, если мы говорим о том, что это еще пара не состоявшаяся, а не только на этапе встречания. Если хотите, не рассматривайте
холодильник как одного человека, рассматривайте каждое блюдо как отдельного человека. Таня, Маня, Марина, Ваня, вот из них человек и выбирает. И того хочется, и этого хочется. Ну, что, бывают такие люди, бывают, конечно. Не без этого. Но метаний может и не быть вовсе по этой карте. Человек попросту может находиться в сладкой истоме или иллюзии. Насчет Феррари вернемся. Человек сам себя так накрутил, он уже себя внутри уговорил, он уже даже и представил, как он своих 4 отпрыска там как-то распихал на заднем сиденье. Он уже погуглил сиденье Рикаро для малышей на разный возраст. Он подготовился. Он все продумал. Ну ты не думай, мужская логика она такая. Да-да-да. Если хочется купить спиннинг для рыбалки за $250, аргументы найдутся. Так вот, человек может и в отношениях пребывать в иллюзиях относительно чего? Относительно себя самого, относительно второй половины. И здесь, кстати, впору и о 7-м доме поговорить. Помните, 7-й дом? Если мы говорим об астрологическом доме, это я иду фоном, а вторая сторона – партнер главный. Но это всегда взаимоотношения. Это брак, отношения, партнерство по 7-му дому. Так вот, здесь это как раз хорошо будет звучать. Потому что человек может заблуждаться, он может пребывать в иллюзиях. И это, кстати, очень приятные иллюзии могут быть, как у того же Кая. Нам со стороны было больно на него смотреть, потому что мальчишка запутался. Мы понимаем, что он был околдован, что льдинка попала куда? В глаз ему, по-моему, и его сердце стало ледяным тоже. Но человек сам себя вполне может загнать в такое состояние, когда для него все как в розовых очках воспринимается. Его партнер, он сам, их отношения. И выдернуть такого человека с таких отношений, встряхнуть его, показать ему со стороны это все, порой может быть не такой-то легкой задачей. Все ему видится совершенно не таким, как его партнеру, когда человек в иллюзии пребывает. Стоит ли говорить, что такие отношения, во-первых, продлятся до поры до времени, а во-вторых, неизбежно принесут разочарование, когда туман рассеется. Когда уйдет, когда, если хотите, карта перевернется в одном из значений по реверсу, и спадет это самое покрывало, пелена с глаз, человек поймет, что он проиграл уже все, что можно было проиграть, включая обручальное кольцо своей мамы, даже не жены. Вот тогда, может быть, рассеется туман, и то не факт. Относительно отношений, когда человек пребывал в иллюзии, он себе представлял отношения по одному, а потом бум, разбивается о жестокую реальность. Почему вообще звучит такая фраза «жестокая реальность»? И реальность, она и есть реальность, она объективна, она есть. Но когда ты создал себе нечто иллюзорное, вот эта иллюзорная твоя реальность и разбивается о жестокую реальность, и тогда отношения могут разрушиться, человек может по 8 кубков, уже заглянем в будущее, уйти из таких отношений. Это одно из значений. В реверсе, в перевернутом значении, что может эта карта в общем и целом нам сообщать? 7 чаш говорит о способности человека избавиться от опасных иллюзий. Она говорит о его стойкости, что он может устоять перед лицом каких-то соблазнов, изгнать из своей головы ослепляющее желание и найти верное, правильное решение. Верное, правильное решение всегда будет найдено. Либо вы выберете что-то из предлагающего списка, либо вы выберете ничего не выбирать, но это будет ваш осознанный выбор. Вы будете чай или кофе? Если вы действительно хотели чай, почему бы не согласиться? Но это ваш выбор. Вы понимаете, что вы можете отказаться и от чая, и от кофе, и вообще от ваших услуг. Вы совершенно целиком и полностью контролируете себя в каждый момент времени, на каждом этапе и отрезке жизненного пути. Поэтому выбор
в перевернутом, в реверсе, ну, если хотите, позитив, который мы можем из карты вытащить, он всегда подразумевает, что мы делаем правильный выбор, мы выбираем что-то одно. Еще раз, либо из списка, либо делаем осознанный выбор ничего не выбирать. Или все выбрать. В ее видении, в семерке, в реверсе, реалистичные планы и правильно расставленные приоритеты. То есть совершенно карта приобретает иной окрас, иной смысл. Мы как будто бы, бросая эти самые игральные кости, мы знаем, в какой момент мы можем остановиться и для чего мы это делаем. Сейчас, честно говоря, прозвучала фраза типичного азартного игрока или алкоголика. Да? Я пью тогда, когда я хочу пить, в любой момент я могу остановиться, ты мне не указ. Но я имел в виду несколько другое. Другой смысл, что человек не пребывает в иллюзиях, он не питает надежд относительно того, что он в этом казино может теперь на работу не ходить, а на регулярной основе выигрывать деньги. Не бывает такого. Нет. Если уж тебе повезло, и ты смог оттуда что-то взять, будь добр, уноси ноги по добру, по здорову. Потому что потеряешь теперь все, что у тебя есть даже дома. Это как среди наркоманов, кстати, еще один вид привязанности, зависимости. Первая доза бесплатная. Почему? Чтобы человек привык. Она ведь стоит денег, даже первая доза. Ну согласитесь, она же стоит каких-то денег. А если человек попробует и откажется? Есть риск того, что человек попробует одну дозу и откажется. Но простой маркетинг, простой математический расчет говорит о том, что нет. Практика показывает, что человек потом возвращается и тратит в сотни, в тысячи раз больше, чем вы ему подарили в бесплатной дозе. С азартом то же самое. В реверсе человек видит реалистичные планы, туман рассеивается, он понимает, что кроется за тем или иным выбором, он отдает себе отчет и правильно расставляет приоритеты. Я предлагаю сейчас тогда перейти буквально к нескольким ключевым словам, фразам, которые могут отобразить то, что в этой карте содержится, когда она выпадет в наших разных сферах. Ну, когда мы смотрим на сферу работы, помните, жезлы, огонь, продвижение по карьерной лестнице, когда она выпадет в кубках, пентаклях и мечах. Почему мы так долго с вами говорим, почему мы долго обсуждаем со всех разных сторон эту карту, а не разобрали с вами какие-то ключевые слова, которые сокрыты в этой карте? Потому что тогда вы в целом понимаете ситуацию. И даже когда выпадает эта карта на что-то нетипичное, на что-то необычное, вам не нужно в голове в список перебирать из этих слов, обязательно какое-то забудете. Нет, у вас есть в общем и целом понимание, дух этой карты. Да, вот есть буква закона, а есть дух закона. Буква закона – это не убей, не укради, не прелюбодействуй, а дух закона – это возлюби ближнего своего, как самого себя. Ощущаете разницу? Вам никто не сказал, что конкретно тебе нужно делать. Дано некое такое правило, широкий коридор возможностей. Вы сами можете его расширять, либо сужать, исходя из того, какой у вас уровень вашей совести. И за это вас никто не осудит. Вот этим мы и занимаемся. Мы создаем архетипичный образ, мы создаем некую ауру и понимание того, что в этой карте может быть. Но в виде такого небольшого закрепления давайте все-таки поговорим. В жезлах множество планов. В целом, когда такая карта выпадает, вы уже все помните, это иллюзии. Это, во-первых, много чего-то, во-вторых, подразумевает выбор. Если хотите симбиоз первого и второго, что здесь пахнет неправильным выбором или каким-то иллюзорным выбором. Опять же, соседние карты нам подскажут, так ли это. Множество планов. Отсюда что? Сложность выбора. Еще раз, открыли холодильник и стоим, втыкаем 5 минут. Жена уже кричит, что ты там холод выпускаешь? Ох, закрыл. Думаешь, так, что же мне, пиво? Или борщ все-таки поесть? Опять открываешь, втыкаешь. Вот это вот сложность выбора. Почему?
И клиенты так часто говорят, кто сталкивается с клиентами в сфере продаж, в частности. Человек приходит, говорит: вот, если бы у вас было что-то одно, если бы у вас был диван только вот в этом бежевом цвете, так нет же, вы мне палитру ткани вынесли. Как мне теперь выбрать? А еще, оказывается, он может быть не только стационарным, но и раскладным. И подлокотник может быть съемный. Вот это вот сложность выбора, потому что множество выбора. Ну, в принципе, одно из другого вытекает, но иногда вот такое разграничение помогает понимать, что есть множество каких-то планов в работе, а отсюда сложность выбрать какое-то правильное направление, отбросив все остальные. Как узнать, что будет наиболее перспективным? Выпало бы некогда Стиву Джобсу 7 кубков. И ему нужно было бы понять, что из этой 7 только iPhone первый даст вот такой прорыв им на рынок. Ведь они до этого выпускали и выпускают до сих пор множество продукции. Но именно iPhone на тот момент сделал мощнейший прорыв. Если хотите, то была пока еще незрелая ситуация. Они сидели там у себя в Купертино и размышляли относительно того, какой же им выпустить девайс. А когда уже свершилось, это не про эту карту. Заблуждение, может быть. Давайте вернемся к Стиву Джобсу. Предположим, что выбран не iPhone. Выбрали они среди остальных проектов, так же как стартап, было предложено выпускать какие-то принтеры. Вы представляете себе? Apple и принтеры. А все может быть. Поверьте, на рынке существует множество компаний и историй, которые пытались запустить какие-то идеи, как им казалось тогда, мега прорывные, но из этого ничего не получилось. Стоит ли говорить фирма Big? Я думаю, вы знаете, это фирма, которая выпускает станки для бритья, а также они выпускают канцелярию. Так вот, в какой-то момент эта фирма задумала, знаете, что выпускать? Под этим же брендом Big. Женское белье. Они подумали, что они узнаваемы, их все знают на рынке, и они легко смогут зайти в мир женского белья под брендом Big. Пришла же кому-то в голову такая гениальная идея? Пришла. Но деньги только потратили. Так вот, заблуждение. Вот такое оно может быть. Не время действовать как предупреждение. Я люблю, когда такая карта выпадает как предупреждение. Тогда ты прям рад клиенту сообщить: не лезь сюда, смотри, там может быть заблуждение. Не время действовать. Это я уже сказал. И какие-то конкретные профессии может обозначать. Помните, индустрия развлечений. Все, что попадает сюда, все, что создает иллюзорный мир, все, что делает такие круги гипнотические перед нашими глазами, помогая нам погрузиться в другую реальность. Если хотите, эти VR-очки. Вспомните фильмы, которые показывают одну из веток нашего возможного будущего, где люди погружены в совершенно иной параллельный мир, созданный на базе компьютерных игр. И именно там они проживают свои лучшие дни, забыв и забив на свои тела, на свою настоящую жизнь здесь и сейчас. Есть фильмы, которые полностью построены на 7 кубков. Если мы говорим о кубках, о взаимоотношениях двух половинок, это может быть одержимость у человека. То есть по этой карте чуть ли, кстати, соседние могут дополнить психоз некий, когда у человека прям такое расстройство, не как диагноз, как такое заблуждение, как пребывание в иллюзиях, в сладкой какой-то истоме, в грезах человек витает. Заметьте, здесь не 9 мечей, где человек тоже пребывает в иллюзиях, но там иллюзии скорее как кошмар ночной. Человек проснулся: о боже, где я, эти мечи? Нет, это так, это как вот человек укололся, в фильмах показывают, да, и все. И он: бабуля, я отъезжаю, да, мой сын, наверное, мой внучек будет таксистом. Он себе ложит на лицо тряпочку, смоченную бензином, говорит: бабуля, я отъезжаю. Вот это вот бабуля, я отъезжаю по этой карте. То есть это человек ловит кайф такая. В взаимоотношениях, то есть у него одержимость его партнером, он пребывает в иллюзии.
выбор партнеров, помните, в буквальном смысле, особенно если соседние карты могут такое показать, человек выбирает Наташа или Петя. Такой вот нестандартный выбор. Самообман. Человек не хочет упорно замечать какие-то объективные вещи. Логика здесь отсутствует. У него дома 4 ребенка, а он покупает Феррари двухдверную в кожаном салоне, вместо того, чтобы купить себе Ford Transit, например, 7-местный. Самообман. То есть объективно есть какие-то вещи, но человек может даже и не слышать никого. Он может заниматься таким вот самогипнозом. Соблазн по этой карте, и я в скобочках написал, чтобы не забыть об этом вам сказать, что это пассивная сторона. Это не 7 мечей, где соблазнитель, да, там тоже соблазн, в целом ситуация, описывающая соблазн, но это как раз та сторона, которая поддается соблазну. Все и сразу. Вот может хотеться всего. Не могу выбрать. И то, и то, и то. И хочется понадкусывать. И тортика хочется, и оливьешки себе отсыпать, и борща сейчас тоже навернуть. Потом еще намазать канапешечки с авокадо. И йогуртом заесть. Потому что йогурт полезный, там пробиотики. Доктор сказал, нужно обязательно кушать йогурт на ночь. Единственное, что он не уточнил, что я перед этим еще 2 килограмма еды наваливаю. Ну, это такое, мы ему не расскажем, да? Если мы говорим о пентаклях, сфера финансов, тоже нравится мне, когда эта карта выпадает как предупреждение. Почему? Я уже говорил, что деньги, мы как люди с деньгами, кстати, деньги — это энергия, да, один из видов энергии. Не воспринимайте деньги как что-то материальное. Это будет не совсем разумно и правильно, стоит их воспринимать как энергию, как поток. Что такое энергия? У вас есть ваши бицепсы, ваши мускулы, ваши силы, ваша энергия в ногах, в вашем теле, которая содержится. И вот вы ее поменяли на деньги. Бартер произошел. Вы за единицу времени, израсходовав энергию, потратив калории, которые вы получили с едой, вам за это дали деньги. Так вот, деньги — это такая же энергия. И вы потом в обратном порядке можете их превратить, наняв человека, который вместо вас вскопает огород, например. Потому что вы в это время преподавали в школе. Вот такой вот бартер, но за счет денег. Деньги здесь получается такой вспомогательной энергией. Чуть я отошел в сторону. Так вот, деньги, они имеют свойство. Человек с деньгами обращается 3 способами. Он их зарабатывает, он их сохраняет, то есть ходит на работу, получает зарплату, он их сохраняет, то есть не тратит все, а чтобы был не дефицит, а излишек, профицит денег. И 3, он их приумножает, он думает о том, как теперь инвестировать, как вот этих 10 монеток, лежащих в кармане, сделать так, чтобы их было под конец года 12. Так вот, когда карта кубки выпадает в сфере финансов, вас это должно сразу насторожить. Сразу, даже не эта карта, любые другие кубки, тынь, в голове загорается красная лампочка. Кубки, пентакли, кубки, пентакли. Я не говорю, что это плохо, да, потому что туз кубков рядом с тузом пентаклей и 9 пентаклей явно будет говорить о том, что человек просто наслаждается уже теми благами, которые он достиг. Нет, я сейчас говорю в общем и целом. Появились кубки в раскладе на вопрос, стоит покупать или нет, стоит тратить деньги или нет. Везде, где речь касается траты денег, это должно вас насторожить. Поэтому призрачные иллюзии не принимать, как предупреждение, не принимать желаемое за действительное. Ну не нужна тебе, пойми, не нужна тебе эта Феррари. У тебя 4 оболтуса дома подрастает. 2 двойни жена твоя родила. Вот недавно и 4 года назад. Вот как ты их будешь всех там катать? Не принимать желаемое за действительное. Партнер этот, ну, может быть, такой пример, я почему такие примеры привожу специально? Потому что они запоминаются. Потому что примеры насчет того, что пойти на работу, что-то такое обыденное, обычное сделать, они, может быть, более будут серые и будничные. А вы уже в своей голове будете это все прокручивать и применять на свою манеру. У каждого своя будет какая-то ситуация и свое видение этого.
включить логику. В противовес этому. Увидел 7 кубков, включай туз мечей. Надо все это разделить, разграничить. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Эмоции отдельно, факты отдельно. По мечам берешь все и списком выписываешь. С одной стороны плюсы, с другой стороны минусы. Плюсы – быстрая, красная, салон кожаный. Минусы – садится 2 человека, расход 40 литров бензина. Что там еще? Багажника нет. И, отключив эмоции, как будто бы тебе вообще-то красный Феррари, у меня их дома 10 штук, у меня дядя вообще работает на феррариевой фабрике. Этих Феррари у него завались, вот и шлет кому ни попадя. Нет, отключить и подумать. В сфере саморазвития, на ментальном уровне, в сфере мечей. Слияние воображаемого и реальности. Вот это хорошая практика. Кстати, некоторым людям с определенными типами темперамента и неспособностью, не все способны к этому, со слабой прокачкой к тому, чтобы воображать, фантазировать, эта карта может даже очень помогать. Проработка по этой карте. По ней как раз рекомендуется фантазировать разные, пусть даже несбыточные варианты и мечты. Хотел бы с вами поделиться интересным тестом, который я недавно подсмотрел на просторах интернета, как можно развить свое воображение, если у вас с этим проблемы. Тест заключается в следующем. Вы рисуете поле из клеток по типу шахматной доски 5 на 5, то есть всего будет 25 клеточек, да? 5 по горизонтали, 5 по вертикали. Можно их обозначить А, Б, В, Г, Д, Е, и тут 1, 2, 3, 4, 5. И в одну из этих клеточек вы помещаете муху. Вы рисуете муху. Для этого, для такой игры вам нужен партнер, чтобы кто-то говорил, куда он будет эту муху перемещать. Вы, не глядя, вы запомнили, где муха. Например, муха находится в клеточке А2. Вот вы визуально сосканировали, сфотографировали расположение этой мухи. И теперь отворачиваетесь, а человек, ваш партнер, говорит, куда он перемещает муху. Например, вниз. Далее говорит влево, вниз, вправо, вниз, вниз, влево, вниз. И в момент, когда муха, вы же следите за ходом того, как человек его перемещает словесно, вы себе в голове представляете, куда он ее, ага, ага, ага. И когда муха покидает поле, когда она выходит за пределы наших 5 на 5 клеточек, вы говорите стоп, или там вышло. Каждую неделю поле расширяйте на 1 клеточку, то есть через неделю это будет 6 на 6, потом 7 на 7, 8 на 8 и так далее. Через пару месяцев регулярных занятий по такой методике любой человек способен развить свое воображение, свой мыслительный процесс, свое пространственное мышление, способен вывести на совершенно новый уровень. И вот это как раз, если с этим есть проблемы или есть желание улучшить свое пространственное мышление, свою способность воображать, представлять четко. Порой сложно представить что-то. Мы можем это сказать словами «я представляю, как я полетел на Луну». А теперь, когда я попрошу вас, представьте конкретно, закройте глаза и представьте, как вы идете, во что вы одеты, в какой скафандр, вы заходите в корабль, как вы закрываете за собой двери. То есть, когда данное описание начинает обрастать деталями, вы сами сталкиваетесь с тем, что вы многие вещи не можете представить. Вы сталкиваетесь, какой-то ступор наступает, вы упускаете многие детали, от этого начинаете нервничать, да все, никакой Луны, я пойду лучше картошки поем из холодильника. Вот такой вот пример. Я не могу сейчас поделиться лично своими впечатлениями, насколько это проработало мое пространственное воображение и мышление, потому что я вот буквально с ним познакомился, он мне показался не просто интересным, забавным, а действительно стоящим, потому что, поиграв, я понял, что это не так-то и легко, как может показаться на первый взгляд. И наперед мне этот тест показался занимательным и полезным. Поспешил с вами поделиться.
Ну и в довершение можно сказать также о 7 добродетелях. Помните 7 смертных грехов, а 7 добродетелей, кстати, 4 из них присутствуют в картах Таро, это так называемые кардинальные добродетели. Это мужество или карта сила, помните? Умеренность, справедливость, благоразумие. Благоразумие не во всех колодах есть, в некоторых колодах карта благоразумия присутствует. Но мы с вами благоразумие разбирали во «Восьмерке Пентаклей». Помните, Тициан изображал человека с 3 лицами. То есть лицо – это сейчас, смотрящее на нас. С одной стороны, лицо, смотрящее в прошлое, которое перенимает опыт из прошлого. Для чего? Для того, чтобы принять решение сейчас такое, чтобы в будущем не навредить, чтобы будущее наше было правильным. Вот это и есть благоразумие. В классической колоде отдельной такой карты нету, хотя принципы они присутствуют, а в некоторых колодах есть и отдельный аркан благоразумия. Так вот, сила или мужество, умеренность, помним мы все с вами аркан умеренность, справедливость, это у нас с мечом девушка, благоразумие и еще 3 дополнительных. Вы их все точно знаете. Вера, надежда и любовь. Вот таких вот 7 черт, 7 качеств, которые можно развивать, если хотите, по вот этим вот 7 кубкам. В противовес 7 смертным грехам в виде чревоугодия, прелюбодеяния, зависти, алчности и так далее. Вот такая у нас сегодня с вами интересная карта, 7 кубков, которая, с одной стороны, предлагает нам множество выбора, с другой стороны, она может включить ступор, не могу выбрать, глаза разбегаются, что делать, не знаю. Но она и требующая от нас, так ситуация создана. Никто вроде не толкает, не заставляет, да, будь чай или кофе, тебя насильно не заставляют. Но как-то оно так эмоционально, да, одним словом, кубки, эмоции, азартные игры, бросить кости, выиграли, нет, шестерик ко мне. То есть вот такое вот все на эмоциях в этой карте присутствует. Вот этот вот эмоциональный выбор или неспособность выбрать, или пребывание в иллюзии, в какой-то сладкой истоме во взаимоотношениях, в этой карте есть. Я желаю вам, чтобы эта карта для вас и для ваших клиентов, когда она выпадает, она подразумевала обращение внимания на то, что вы на самом деле хотите. Помните, эта карта, среди всего прочего, она говорит о том, что человек ищет счастье. Самое главное, чего мы хотим каждый из нас в своей жизни, когда спрашиваешь у взрослого человека, у ребенка, чаще у взрослого, мы так много начинаем называть тех вещей, которые нам нужны. Но это все вещи, которые материальны, которые приходящие и уходящие. Но они не вечные, они не способны нам подарить истинное счастье. Я так хотел подвести к слову «счастье», а оно само вырвалось. Да, много есть вещей, которые радуют нас, которые делают нашу жизнь приятной, и даже, можно сказать, дарят моменты счастья и это самое ощущение счастья. Но это не всегда так. Оно может существовать отдельно, независимо ни от славы, ни от денег, ни от состояния здоровья даже. Хотя это все связанные вещи. Так вот, я желаю по этой карте, чтобы вы и ваши клиенты всегда могли делать осознанный и правильный выбор в саморазвитии, искать тот самый путь, который ведет вас к счастью уже сейчас, не когда-то там, уже сейчас. Чтобы вы могли сделать правильный выбор и взять что-то полезное из этой карты, от остального отказаться от ненужных соблазнов, если они такие не нужны вам, и уйти от них в лучшее самоощущение, подняться на несколько ступеньки выше. Спасибо большое за то, что продолжаете смотреть мой канал. Спасибо большое за то, что подписываетесь, за то, что ставите лайки. Я ценю каждый комментарий, я ценю каждый лайк, который вы ставите под видео. Стоит ли говорить, что я этого жду, что мне это на самом деле приятно? Это как некий такой отклик, некий отзыв на ту мою работу, которую я проделываю. Всем удачи, до свидания.